Приветствую вас, мои дорогие! Добро пожаловать на мой канал. Сейчас у нас с вами будет гадание на крестового короля. А тема у нас будет с вами такая. Проявится, напишет, позвонит. Вот такая тема, я думаю, очень многих волнует, да, потому что хоть отношения классные, хоть они там какие-то там разные, да, у каждого по-своему они строятся, и с разной интенсивностью и так далее. Ну, всегда есть какое-то волнение, да, насколько будет проявляться король. Ну, и если есть проблемы в отношениях, то тут вообще и слов нет, да, насколько это важно все-таки знать. Проявится, напишет ли, позвонит. Особенно если, допустим, в начале только строятся отношения, да, это вы не знаете, будет ли проявляться король. Ну, либо, может быть, какие-то есть проблемы у вас. Думайте о своем короле, пожалуйста, о себе. Протяните между вами невидимые ниточки. Я его беру крестовым, вас беру червовой. И пока я готовлю колоду, пожалуйста, нажмите пальчиком, поставьте лайк. Просто мне спасибо за мой труд. Вот такое у меня к вам просьба. Вот. И мы начинаем. Итак, на короля крестового. Вот так вот мы это немножечко все подвинем. Ну что ж, проявится ли, напишет, позвонит. Он крестовый, вы червовая. Да? Будем смотреть. Подобрала я вот такое освещение, да, чтобы не было бликов. Ух ты! Ой, вот это да! Какой ужас! А что такое? А что это? Король выпал с вами и с пустым валетом. Ну, давайте будем читать. Еще такого не было еще давно. Что это за история вообще? Так, есть ощущение, что сейчас ваши отношения, конечно, либо трещат по швам, что-то произошло, либо, если они только начинаются, то здесь есть какая-то такая вот вообще неуверенность в себе, возможно, у короля даже, либо у короля неуверенность в вас, да, что у вас что-то получится. Возможно, ему кажется, что вы ему говорите что-то не то, и либо даже неправдивое, ну, такой недоверчивый, может быть, король, да. Ну, и в самом негативном случае, это, конечно, когда король не рассматривает всерьез вас, то есть смотрит как какое-то просто приятное времяпровождение, да, всерьез не рассматривает. Но, девочки, скажем так, если отношения только начинаются, такое может показать колода. Потому что, допустим, ну не видит пока король там серьезных чего-то, да, ну понравилась дама, ну мало ли, полно вокруг милых, симпатичных дам. То есть, ну не будем так уже очень бояться, не пугаться такого, то, что нам выпало, да, мы хотели посмотреть, что он там, что вокруг него, и вот такое увидели. Ну что ж, пойдем дальше. Теперь уже будем раскрывать действительно, как дело пойдет. Пока что я вижу, что, видите, всерьез не рассматривает, вот так. Либо, если вы в ссоре, допустим, да, вот вы в ссоре сейчас, то есть ощущение, что он пока не собирается проявляться. Он решил, возможно, что там не получится у вас ничего уже, да. Ну, это то, с чем он выпал. А мы сейчас пойдем дальше, как оно будет на самом деле. То есть это были практически его какие-то мысли. Ну что ж, давайте будем рассматривать. Раскрывайся, дорогой. Ты что там так вот надумал серьезно, да? Так прям шок, можно сказать, от такой триады у меня получился. Ну, будем смотреть сейчас. Так, все карты, которые я раскладываю на день сегодняшний, то есть то, что сейчас происходит, и то, что пойдет завтра, да. Прошлое не смотрю. Так, многие писали, мне не надо смотреть прошлое, мы и так свое прошлое знаем. Хорошо. Смотрим сегодняшний день и один шажочек делаем вперед. Угу. Так, проявится ли, напишет ли, позвонит ли. Еще учитывая то, что мы увидели, да, вообще как-то так напряженненько. Но будем читать. Мы здесь зачем собрались? Правильно, чтобы что-то выяснить, какую-то ситуацию. Если она напряженная, так она напряженная. Никуда это не скроешь. Так, итак. Ну, во-первых, здесь еще почему, возможно, возле червовой дамы выпал пустой валет. Потому что еще какая-то дама выпадает. То есть, возможно, король, допустим, сейчас даже и на выборе между двух дам. Между червовой и бубновой. Понимаете? Вот. Если кто-то из вас рассматривает короля, у которого есть дама, ну тогда и так это понятно, да, если рядом с ним есть какая-то женщина, то, возможно, ваше общение он рассматривает легковесно, да, легковесно, может быть и такое. Так, дальше, смотрите. Под вот этой триадой, да, где вышли и вы, и еще и дама какая-то бубновая, вышла у нас десяточка, бубновая десяточка. Это у нас карта бумаг, либо денег. Такое есть ощущение, что вас, и эту даму с королем связывает либо работа,
либо какие-то другие материальные основы и фундаменты, да. Ну, скажем так, если какая-то из этих дам основная у короля, да, то это могут быть, когда людей связывают денежный вопрос, да, то есть буквально общий кошелек, да, у людей. Вот. Это может еще показывать, что люди вместе работают. Может быть, даже вы все вместе работаете, да, и вы в какой-то даме видите как бы соперницу, да, что может и даже на самом деле действительно быть. Потому что, видите, в один рядочек тут вот дамы эти расположились. Так, смотрите, есть такое ощущение, что король в своих любовных делах, ну, как-то так к ним относится, как вам сказать, видите, вот у него перевернутое сердечко, пиковая дама тут вышла. Ну, скажем так, нехорошо сейчас у него в сердечных делах. Перевернуто, что-то злое, что-то недовольный, что-то идет не так, как хотелось бы. А как хотелось бы, я вижу. У него есть желание что-то изменить в его личной жизни, сделать какие-то перемены. И я вам хочу сказать, хотя вы вышли тогда с валетом этим, да, пиковым, все-таки червовый король показывает у нас часто не только короля, там, мужчину, да, друга там, или брата, все-таки часто показывает какие-то планы, связанные с червовой дамой. То есть какие-то планы у него на червовую даму есть. А насколько он серьезно, может быть, ну, в будущем будет это рассматривать, мы посмотрим. Пока мы увидели, да, что не рассматривает серьезно. Пока что так. Но мы будем смотреть дальше. Как раз будет подсказка, стоит ли на него тратить время, да, девочки? Так. Ну, что еще? Смотрите, у нас здесь выпала бубновая девятка. Могли бы сказать, что к даме относится, но у нас еще выскочил и бубновый король, поэтому это может быть жизнь этого короля. Поэтому, раз вышла и дама, и король, здесь так скажу. Есть ощущение, что короля крестового бубновая дама тоже каким-то образом волнует. И опять, смотрите, переплетается все с бубновым тузом, то есть бумаги, деньги, да. Смотрите, для кого-то из вас вы, возможно, все вместе работаете, да? Ну, для кого-то из вас, возможно, что у короля, наверное, бубновая дама близко с ним, то есть как бы как основная может быть дама, когда у людей есть общий кошелек, общие финансы. Так, ну, разные проблемы, переживания, это уже такое что-то там просто лично короля. Давайте посмотрим тут на сердце под сердцем. Встречу. Вот еще то, что я отложила карты, да. Встречу, сейчас так переверну, запланировал встречу, хочет с вами увидеться, да, то есть как бы он там ни относился легковесно, либо серьезно, саму встречу видеть вас он хочет. Так, на сердце также вышла ваша девяточка, то есть вы интересуете короля, да. Если вам был вопрос, интересуете ли вы короля и будет ли он проявляться, да, он будет проявляться, он планирует встречу, он хочет с вами поговорить и встретиться, и вы его интересуете. Тут важно, конечно, еще, ну, насколько серьезно вы интересуете. Вначале видела я, что отношение легкое, поверхностное, но это так было в начале. Посмотрим дальше, что. Также у него на сердце есть какое-то волнение по поводу вот разговора с бубновой дамой, либо с королем, разговор, общение, но это очень сильно его как-то задевает. Пиковый туз пика вверх, как бы, ну, тут может быть и злость, и ревность, недовольство, ссора даже может быть, да, по такому тузу. И как-то его это очень сильно, скажем так, задевает. Ну, пиковая шестерочка может показывать, что этот разговор, допустим, был давно, а до сих пор как бы человека раздражает, да, ну, либо по вечернему времени, по вечерочку или ночкой. Ну что ж, идем дальше. Посмотрим тогда. Четко показано, что, скажем, еще какая-то дама есть. Насколько она близка к королю, может быть, вы это знаете, а может быть и не знаете, а просто сейчас для вас это будет таким, скажем, откровением, да? Давайте будем смотреть. Проявится. Я вижу, что проявиться он планирует, да? Сейчас мы к концу расклада как раз посмотрим. Все-таки это только планы, либо действительно проявится, плюс с чем он проявится, что он скажет, с чем он появится, да, с чем придет. Вот. Ну, и, естественно, посмотрим до конца расклада. Может быть, карты скажут, ну, его истинное отношение, да, может быть, оно будет меняться еще. Вот, может быть, нет. Не знаю, девочки, это расклад. Что карты говорят, я читаю. Я, конечно, как все вы, люблю позитивные расклады. Вот, когда вот все вот так хорошо и сладко, да, очень люблю. Вот, и, кстати, очень часто действительно показывают такие
Ну, прогнозы такие классные, но по-разному бывает. Бывает что-то и по-другому идет. Опять же, все тоже показано ситуативно, да, вот мы можем сейчас рассматривать ситуацию, о боже, смотрите, все вышло, король остался один с этой дорогой, мама дорогая, ну, вообще какое-то вселенское одиночество у этого человека, по крайней мере, в душе. Смотрите, что хочу сказать. Иногда карты могут показать ситуационно, да, если, допустим, вы поссорились, и король вот в этот момент, когда я делаю расклад, думает, так, все, там, я больше туда не пойду, я не поеду, все, там, она меня не ценит, там, она мне то сказала, это сказала, все, конец. Он подумал так, да, вечером так подумал, да не, я соскучился уже, там, а на следующий день собрался и приехал. То есть тут тоже важно, знаете, в какой момент попадешь, какой король, как он откроется, как он раскроется. Девочки, надо же, да, давно такого не было. Из целой колоды, да, мы только что вот попаровали карты, шестерочка осталась. Он, кстати, может сейчас в дороге быть дальней. Либо собирается, либо прямо сейчас он просто в дороге может находиться. Так. Дорога, кстати, еще может проблемная быть. 2, 3. Его тревожит денежный вопрос. Ну, или бумажный. Опа, смотрите. Вот то, что было, помните, выпадала вот бубновая дама, ну там очаровая, конечно, была, а внизу стояла вот бубновая десятка. Но есть ощущение, что его с этой бубновой дамой четко связывают то ли бумаги, то ли деньги. И это является как и проблемой, и каким-то таким моментом для него переживательным. Смотрите, возле дамы король выпал. Ну, может быть, у дамы есть мужчина уже какой-то, да, может быть, дама из прошлого, допустим, бывшая жена, которой нужно платить алименты. Вот. Если король взрослый, этот король может еще показывать, конечно, взрослого сына, если этот король у нас взрослый, да. Вот. Может еще показывать, если бывшая жена, но уже муж у нее есть, то есть уже устроена жизнь, но тем не менее, допустим, денежные вопросы еще люди решают вместе. Ну, в общем, смотрите, у каждого по-разному проиграется. По крайней мере, она ему идет проблемно. Вот это я вижу. Так, 5 проблем, препятствия, что-то такое. Так, я знаете, что скажу? Выпал опять у него вот это вот король червовый. Это у нас как какой-то просто мужчина, с которым у него есть планы и надежды на какие-то деловые или просто чисто человеческие. Но червовый король очень часто показывает все-таки планы, какие-то его там мечты, надежды связаны с червовой дамой. Даже если он рассматривает даму несерьезно, встречу саму, я хочу сказать, он планирует, он хочет, да? Так, даже как на происшествие, как на событие какое-то выпала эта карта. Так. Его будет удивлять что-то в казенном доме, какая-то дорога. Ну, это может касаться делов, деловой, имела в виду деловая дорога, да, деловой какой-то вопрос. Вот. Ну, иногда казенный дом, вообще вот этот крестовый дом, как мы говорим еще, это может показывать и церковь. Может, человек собирается заехать в церковь, да. Может, больницу показывать. Это такая тоже очень многогранная карта. И то есть у каждого короля, собственно, по-разному проиграется. Ну, вот куда-то он дорогу будет держать, и я вижу, что это его будет удивлять. То есть, возможно, он не собирался сам. Ну, допустим, если это церковь, да, заедет в церковь там и захочет вот поговорить там с иконами, да, попросить что-то для себя. И будет сам удивлен, скажет, боже, я так давно не заезжал, а вот захотелось, да. То есть, ну, это для каждого по-разному. Это вот дорога, которая его будет удивлять. Часто чувствует себя одиноким, болит душа, считает себя каким-то непонятым, что его не принимают, не понимают. В общем, в каком-то внутреннем конфликте с собой находится. Вот в чем дело. Не может разобраться сам в себе. Вот у него есть такие сейчас на данный момент проблемы. Так, еще хочу сказать, тревожиться о каком-то разговоре при встрече то ли с дамой, то ли с королем. Ну, и так может быть, да. И этот разговор очень неприятный. Серьезный или неприятный такой разговор, когда нужно что-то прям такое решать важное, да. Так. Тревожиться об этом. Так, дальше что мы увидели? В его интересе по скорой дорожке, открытая дорога, что-то будет хлопотать о червовой даме. Дорога открыта, значит,
ну, скажем, если у него были какие-то там помехи, препятствия, либо внутренние какие-то соображения на минус, да, как будто меняется на плюс. Ну, плюс мы и видели же с вами, да, что он хочет, как под сердцем была червовая восьмерка, хочет эту встречу, будет ее как-то, собственно, организовывать. По червовому валету это показывает, что он будет что-то делать, как бы, чтобы это состоялось, да, ну, как организация встречи. Вот, пойдем дальше сейчас, дорогие мои. Вот такой король, как вам сказать, ну что-то у него там неопределенность какая-то есть, внутренняя какое-то, тяжесть какая-то внутренняя. Гляньте, неотступно перетасовала колоду, разложила по одной карте, и она все равно выпала с этим королем и с неприятностями. То есть это какая-то дама, что-то либо по работе. Новая дама может еще показывать даму по работе, да, с которой бумажно-денежные дела его объединяют. И там проблемно все идет. Десятка пиковок, так куча проблем. Он очень волнуется на этот счет, насчет вот этих, скажем, перипетий каких-то с этой парой, либо с этой дамой. А также, видите, душевная боль, переживания, казенный дом. Может быть, работа. А может быть, он даже болеет, либо в больницу попал. Может показывать больницу. А девятка пиковая у нас как переживание, душевная боль, да, также и физическую боль показывает, когда человек реально просто заболел, либо лежит в больнице, либо обращался, просто ездил в больницу, да, реально, возможно, он болеет, заболел, либо что-то случилось. Так. Сейчас я вот это прочту, потом докинем еще карт, да, и мне очень интересно именно рассмотреть дальнейшую ситуацию с червовой дамой. То есть даже если сейчас не выйдет, я отдельно выложу там, с какими картами дама выйдет, чтобы мы поняли. Итак, ну это я вам прочитала, да. И дальше у него есть вот, видите, какой-то тревожный разговор запланирован с бубновой дамой. Это касается денег каких-то. И дальше важно ему, есть как-то волнение связано с тем, чтобы с вами какой-то контакт, да, как-то встречу организовать. Кстати, хочу сказать, червовый валет, вообще любой валет еще у нас может показывать детскую карту. Поэтому действительно для некоторых это может проиграться дамой, с которой есть общий ребенок, либо может у дамы есть ребенок, либо может у короля есть ребенок. И там тогда есть какие-то разговоры, встречи касательно каких-то проплат, ну, денежных дел вокруг детской карты. Да, это тоже, конечно, естественно, может быть. Так, в дорогах. 3 дороги выпало, и король с мужским обществом дороги связаны, различные разъезды. Дороги эти в интересах короля, то есть это он не едет там, чтобы кому-то там помочь, сделать что-то приятное, либо с кем-то прокатиться. Это дорога, когда решаются его личные интересы. Также вторым слоем информации, естественно, мы понимаем, что куда бы он ни ехал, куда там он запланировал, у него есть план, у него есть надежда, есть план, есть желание все-таки с вами эту встречу устроить, то, что мы видели. Я сейчас хочу вот это все убрать и оставшиеся карты разложить, чтобы посмотреть, что вокруг вас, что же там касательно вас пойдет. Так, это мы убрали. Дальше. Так. Угу. Ну, вы представляете, опять дама вышла с пустым валетом. Ну что, девчоночки, как мы не старались, как мы не надеялись, да, что в этом раскладе у нас будет какой-то супер позитивный месседж, да, от короля. Что мы видим? Да, хочет видеть, хочет встречу. Смотрите, девочки, если у вас тайные встречи с королем женатым, потому что очень похоже на то, что новая дама может быть и, ну, рядом с ним основной дамой, да, хотя может это и по работе кто-то вполне. Вот, просто здесь рядом с вашей девяткой выпала семерка. Это же у нас карта тайных встреч, тайных договоренностей. То есть для кого-то. Я понимаю, что вы сейчас скажете, о, у меня все не так. Во-первых, берете только подсказки, да, а не весь расклад на себя. Во-вторых, у кого-то и есть действительно же тайные встречи, да. Тайные встречи с вами хочет, да, для тех, у кого это подходит, резонирует. По скорой дорожке он на это планирует. У него есть, он хочет об этом, скажем, говорить, договориться, да. И смотрите, вот эта тайная встреча, ой, простите, пожалуйста, что-то полетело, да, ну что ж ты так бывает. Эта тайная встреча, видите, она
вот это свидание как бы влезает вот в эти отношения этого короля с той дамой бубновой. Даже если это, ну, не жена, допустим, и не гражданская, там, ну, не старшая, ну, как сказать, не основная дама, но, может, у него есть какие-то другие еще отношения, да. Встреча с червовой дамой, она вот разрушает буквально вот эту, ну, как бы пару его с кем-то. Встречу эту он хочет, но он ее хочет тайная, чтобы она была. Вот они будут договоренности, переписки. Я вижу, что для него это важно. Вижу такое, что у него есть какое-то ощущение, он как отдушина, да, когда встречается с червовой дамой, он чувствует себя в какой-то мере счастливым, потому что он забывает о разных проблемах, потому что ему нет никаких претензий там особенных, ну, как вам сказать, возможно, отношения только начинаются, и, ну, какие, только все началось, да, какие могут быть претензии, люди встречаются, да, и все. Он может действительно пока что рассматривать не всерьез эти отношения, да, но не значит, что это не изменится со временем. Я вижу, что он хочет этой встречи, жаждет, он ее планирует, он ее будет устраивать, и эти встречи, они разбивают как, ну, его с кем-то другим, с кем он там, с кем у него есть связь, эти встречи, эту связь как бы разрывают, да, портят, ну, там как бы нарушается то, что у него есть с другой дамой, это нарушается, потому что идут эти встречи, то, что он хочет. Возле червовой дамы снова выпал, да, пустой валет. Ну, может показывать, конечно, как вот эти вот тайные хлопоты, буквально хлопоты, ну, тайные, да, тайная встреча. Вот она, и тут семерка выпала, и тут, да, когда завуалирована она, чтобы никто не видел, чтобы никто не знал. Вот. Но может, конечно, показывать, что и дальше короля, хотя очень влечет и тянет, и он будет, конечно, проявляться, позвонит и напишет, но не рассматривает всерьез. Ну, допустим, если женат, то не собирается там разводиться, да, тянет его, хочет приехать, будет приезжать, но, допустим, планов более серьезных пока у него нету, пока относится он легковесно, но приехать планирует, хочет. Мы свой ответ на вопрос получили, да, появится, проявится, напишет, позвонит, да, и напишет, и позвонит. Смотрите, здесь каким-то боком еще идет пиковая дама. И мы, конечно же, читаем все, что карты нам говорят. Пиковый валет рядом с дамой, либо пиковой дамой, либо с королем дамом, является не пустым валетом, а хлопотами этой дамы. То есть есть ощущение, что какая-то дама, какая-то женщина делает какие-то движения, которые касаются червовой дамы. И это все, ну, как бы мы же на короля гадаем, да, то есть на вас, червовые дамы, какое-то взаимодействие, какое-то действие, какое-то планомерное действие оказывает какая-то дама пиковая. Смотрите, это может показывать, конечно, может показывать даже и магию. Пожалуйста, только не надо всем думать, что это касается всех, и я прям вам навязываю магия, магия. Нет, я просто читаю значение, что для кого-то это может показывать, да, что женщина, если у него есть женщина, и, допустим, она подозревает его в каких-то связях, а если еще и знает, что вы есть у короля, то, возможно, к кому-то обращается, к людям, которые умеют что-то, да. Помните название канала «Пиковая дама». Дама, которая знает и умеет, да, эзотерика, гадалка и экстрасенс и так далее. И здесь, возможно, есть обращение к какой-то женщине мудрой, взрослой, что-то знающей, что-то умеющей, чтобы она производила свои действия в сторону дамы червовой, естественно, в сторону этой пары, чтобы она не срослась и не сложилась. Поэтому вот из самого начала и практически до конца этот валет шел. Теперь мы видим, как это все открылось и проявилось, да, что с одной стороны это может влиять на то, что отношение у короля легковесное, а с другой стороны это может просто показывать, что есть влияние другой женщины на даму и в целом на пару. Ну, вот мы и пришли к гаданию, подошло наше гадание к концу. Итак, девчоночки, вы короля очень сильно интересуете. По десятке червовой это сильное чувство, которое, конечно, насколько мы видим, да, с одной стороны, он может сам подрубать, да, ну, как бы не позволять себе слишком окунуться в это чувство, потому что, допустим, есть основная дама. Либо есть влияние какой-то пиковой дамы специально, чтобы этого не получилось. Но сам король открыт и расположен, и у него есть большое притяжение к даме червовой. Это то, что я вижу. Смотрите, с бубновой дамой
Если это у них там конфликты, либо дама из прошлого, да, но есть такое ощущение, что он хочет с ней прекратить вообще разговаривать. Пиковый туз пикой вниз, как окончание либо свиданий, встреч, либо вообще контактов, разговора. Вот он это хочет, видите? Он здесь хочет вот закончить. А вот здесь вот он хотел бы начать как раз, понимаете? В его, вот он заинтересован в даме и хочется нового начала, новое что-то, чтобы произошло, закрутилось, завязалось, выросло, да, новый шанс хочет. Он к этому будет прикладывать усилия, будет хлопотать. И в конце даже вышел у нас туз червовый. Это карта любви, семьи даже. Ну, конечно, очень-очень позитивная карта. Как бы если солнце выпало, да, в Таро. Вот, даже не обращаем внимания, что перевернуто. Ну, может иногда негативно, не очень, вернее, эта карта не бывает негативной, так, она всегда позитивна. Но если перевернуто, может быть чуть-чуть омрачен смысл. Но он и действительно сейчас король в проблемах, и в одиночестве, и внутреннее, там у него дисбаланс серьезный, во-первых. Вот, а во-вторых, по большому счету, ну, вот этот знак, его очень мало нужно, чтобы повернуть. То есть, в принципе, когда вот он с червовой дамой находится, он чувствует себя счастливым. И не так много нужно, чтобы это сердечко повернулось и установилось в правильном позиции, да, что касается к даме. Вот, но здесь, конечно, нужно, во-первых, чтобы вот это влияние отошло, вот этой дамы, да, вот, но сам король, его расположение к даме я точно вижу, его тянет, у него есть желание, проявляться он будет 100%, невзирая у вас тайные встречи, либо открытые встречи, да, потому что там вот эта семерка тоже, ведь она может показывать, да, то, что выпало там, что вот тоже был как знак тайных встреч, она же тоже может быть показывать это темные разговоры, там, шепотки там разные, да, чтобы вот все-таки не дать паре вместе быть. Ну, вот такое у нас гадание, слегка получилось волшебное, но действительно очень интересный расклад, да, здесь было несколько таких, ну, каких-то особенностей в этом раскладе, да, то в конце первой части всего 2 карты осталось, да когда такое было вообще, да, то вот этот пустой валет 1 раз возле дамы, 2 раз возле дамы, в общем, ну такой, скажем, многозначный, неоднозначный расклад, сложный по-своему энергетически, да, но много подсказок, много говорящий и все-таки дающий надежду. Вот, девчоночки, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Это ваше спасибо мне за мой труд. Вот, и очень жду ваших комментариев по поводу этого расклада, как вы его увидели, как вы его прочувствовали, насколько это срезонировало с вами. Вот, вот это мне важно. Ну, всего вам хорошего, мои дорогие, да, и до новых встреч. Теперь уже я все сказала на сегодняшний день в этом раскладе. Все, пока-пока, мои хорошие, пока. Спасибо вам.